Stack SUS M60D. Именно так по паспорту зовут нашего сегодняшнего с вами гостя. Это USB-микрофон, то есть устройство, которое в себе сочетает как конденсаторный микрофон, так и звуковую карту. Давайте смотреть, давайте слушать, давайте разбираться, что, как и куда. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Поехали! Это конденсаторный микрофон, он многоцелевой, его можно использовать для работы с голосом, его можно использовать для работы с музыкальными инструментами, для записи озвучек, даже вокала, что мы и попробуем сделать в конце этого ролика. Логично, что когда мы слышим словосочетание конденсаторный микрофон, мы сразу думаем о том, что сюда нужно будет подавать какое-то особое напряжение, но как я уже сказал, это устройство сочетает в себе как микрофон, так и звуковую карту, поэтому здесь этой проблемы у вас не будет. Все необходимое питание микрофон получает по шине USB от компьютера, просто подключаемся, и микрофон автоматически начинает работать. Нас интересует несколько органов управления на корпусе, в данном случае на передней панели мы с вами видим две крутилочки. Верхняя крутилка отвечает за соотношение сигнала, то есть это мониторинг без какой-либо задержки. Им, к слову, мы пользовались во время тестов. Здесь можно задать соотношение звука, приходящего с компьютера, к звуку, приходящему на микрофон. Например, если вы записываете вокал, вы можете с помощью этой ручки настроить громкость вашего вокала к громкости минуса, который звучит у вас в рабочей станции. Естественно, все это у вас пойдет на выход под наушники, который также дан спереди. Вторая ручка у нас отвечает за громкость того самого сигнала, который пойдет на наушники. Логично будет спросить, где же здесь крутилка усиления, потому что это все-таки регулировка громкости по выходу, а усиление по входу никто еще не отменял. И, друзья, на самом деле здесь немножко странная ситуация, я бы даже, наверное, сказал, неудобная, потому что усиление микрофона по входу мы с вами будем регулировать через Windows. Заходим в устройство по умолчанию для звукозаписи, открываем специальную панельчку, и там у нас есть уже стандартный ползунок, с помощью которого мы сможем менять усиление для этого USB микрофона. Очень интересная особенность именно этой модели. Тут есть две направленности. То есть я уже сказал, что его можно использовать для записи музыки, но также, если у вас есть какой-то небольшой ансамбль, небольшой хор, вы хотите записать сразу достаточно большое количество источников, расположенных, допустим, в кружок, по отношению к этому микрофону, мы с вами можем в таком случае перейти на круговую направленность и попробовать что-нибудь записать на нее. Например, весь ролик вот сейчас мы использовали кардиоиду, писали, я отмечу специально именно на этот микрофон. Перейдем на круг и послушаем, как работает круговая направленность. Теперь наш USB-микрофон работает в направленности круг. Он принимает весь звук в виде сферы по кругу. Вернемся на кардиоиду, потому что, на мой взгляд, это более предпочтительный вариант, если мы говорим о работе дома. И давайте я объясню, почему. Кардиоида — это узкая направленность, то есть микрофон в таком случае принимает звук лишь с передней стороны. Задняя часть у нас как бы становится мертвой. И если вы правильно при этом располагаете ваш микрофон, вы в фокусе внимания оставляете исключительно ваш голос. Если речь идет о прямых трансляциях, о стримах, вы щелкаете клавиатурой. У вас достаточно мощная механическая клавиатура, которая звучит действительно громко и брутально. И чтобы она по минимуму попадала к вам на трансляцию вместо вашего голоса, вы располагаете микрофон так, чтобы в мертвой зоне этого микрофона как раз-таки оказалась ваша клавиатура. А в зоне, которая принимает звук наиболее интенсивно, оказался ваш голос, что логично, и таким образом можно добиться наилучшего результата. Стоит также отметить комплектацию. Это очень здорово. Конечно же, идет USB-провод для подключения к компьютеру, и в комплекте мы найдем виброподвес в виде паука. Он позволит эффективно бороться с различными низкочастотными вибрациями, которые может создавать либо ваша стойка, либо, опять же, печатание по клавиатуре. Стол шевелится, это все низкочастотные вибрации, они идут на запись. Паук позволяет с этим эффективно бороться.
Немножко сухих цифр. Частотный диапазон микрофона от 30 Гц до 18 кГц. Максимальное звуковое давление — это 138 дБ. Я, конечно, не знаю, зачем вам может понадобиться подобная цифра, но, опять же, если у вас есть какое-то гитарное усиление, если у вас есть дома басовое усиление, ну, во-первых, я с точки зрения ваших соседей очень злюсь на вас, а во-вторых, вы сможете использовать подобный микрофон, чтобы записать подобные вещи. Ну, недаром он предназначается не только для голоса. Давайте поговорим о драйверах. Перво-наперво эта штука может работать как с Mac, так и с Windows. Если мы с вами говорим именно о Windows, то все работает на стандартных ASIO for All драйверах. Заходим на официальный сайт, скачиваем эти дрова, устанавливаем, перезагружаем компьютер, открываем рабочую станцию и назначаем нужный драйвер в окошечке ASIO for All. Тут, в принципе, ничего сложного. На вход у нас идет стерео, на выход тоже стерео, но если на вход стерео это как-то немножко непонятно, потому что тут все-таки моно, то на выход это вполне логично, потому что на выходе под наушники мы с вами получаем самое что ни на есть стерео. По поводу стримов, по поводу общения в Дискорде, Скайпе и по поводу использования этого микрофона, ну, например, для того, чтобы просто слушать, что у вас происходит в Windows. Тут тоже все очень просто. На самом деле микрофон сам автоматически при подключении к компьютеру, он на себя забирает вот это руководство всеми звуками, то есть он становится устройством по воспроизведению и устройству по записи звука по умолчанию в Windows. Но если такого не произошло, если вы, допустим, подключаете микрофон уже не в первый раз, то, опять же, заходим в настройки Windows и выставляем этот микрофон в качестве устройства на воспроизведение и на запись. Все то же самое будет происходить, если речь у нас идет о трансляциях и если речь у нас идет об общении, ну, в том же самом Дискорде. Просто заходим в настройки аудио и выставляем необходимый драйвер и там, и там. Теперь мы добрались до тестов. На самом деле весь этот ролик один большой тест, потому что мой голос был записан на этот самый микрофон. Теперь давайте попробуем записать на него вокал и послушать, как же этот микрофон отрабатывает на вокале. Где ты, где ты, где ты? Беспокойное сердце за невидимой дверцей притаилось. Где ты, где ты, где ты? 2 удара в секунду пополам почему-то поделилась. Белой полосою нарисуй дороги середину. Если я уеду, я с тобой оставлю половину всего. Половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою. Заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Мне очень нравится, как с развитием тех или иных технологий, веяний, движений люди начинают расти. Это на самом деле хорошо, но это очень забавно, когда вот ты видишь человека, который 2 года назад просто боготворил USB-микрофоны, теперь он их ни во что не ставит, я так помягче скажу, смягчу. И это действительно смешно, потому что я как звукорежиссер, я не могу вам сказать, что USB-микрофон — это панацея. Это прям вот самое лучшее средство от всех болезней. Ни в коем разе. Но вот этот самый микрофон для своих задач, а мы сейчас говорим о домашних записях каких-то демо-вокала, о стриминге, о записи домашней озвучки, об общении, опять же, в Дискорде, в Скайпе, в Зуме, том же самом, не забывайте. Когда вы хотите получить нормальный, хороший голос, не с палки Genius, а вот с чего-то подобного, в таком случае это отличный микрофон, это отличный выбор. У него хорошая цена, я вам скажу так. И я на самом деле был удивлен звуком, который нам выдал этот микрофон, потому что не секрет, что мы сначала стараемся записать демо, а после демо мы уже как-то записываем вот основную часть ролика, и на моменте записи демо я ожидал от него всякого. Но на самом деле он мои ожидания превзошел.
Но мне в любом случае будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу этого микрофона. Ну, смотрите, конденсаторный микрофон со встроенной звуковой картой. В комплекте, я повторюсь, идет виброподвес, который гасит все ненужное. На мой взгляд, вполне неплохой выбор для такого бодренького старта, ну, скажем, в карьере блогера или стримера. Напишите в комментариях ваше мнение. Тесты вы слышали, мне будет очень интересно их почитать. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем», и напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. До встречи в следующем ролике. Коша, не спи! Все, домой. Шучу, не домой. Я вырубился. А ты давно остановился?